В далеком 2012 году я шел с работы домой. По дороге я, как обычно, курил. Это была последняя сигарета из пачки моих любимых на то время сигарет Бонд. Доходя до сигаретного киоска, я подумал, может опять попробовать бросить и не покупать сигареты. От одной мысли, что я ночь буду без сигарет, меня кинуло в холодный пот. Приветствую тебя, мой друг. Раз уж ты смотришь это видео, значит ты, как и я когда-то, ищешь способ избавиться от сигаретной зависимости. В свое время я бросал много раз и разными способами, но все попытки были неудачными. Меня хватало максимум на 2 дня, а потом я снова бежал в магазин за сигаретами. Я непрерывно курил 11 лет, и на момент, когда я окончательно бросил курить, моя норма составляла 1,5 пачки в день. В этом видео я опишу свою историю того, как я бросил курить. Более того, я опишу нюансы и моменты, благодаря которым я все-таки смог победить сигаретную зависимость. Уверен, это видео будет полезным для тебя, потому что в нем ты узнаешь то, о чем почему-то молчат другие. Это видео не займет много твоего времени, но информация, которую ты получишь, очень ценная, и я надеюсь, изменит твою жизнь, как однажды изменилась моя. А теперь присядь поудобнее, и давай вернемся в 2012 год, к моей истории. В тот вечер я так и не смог представить ночь без любимых сигарет. Поэтому я все же купил 1 пачку, оправдывая себя тем, что никто же на ночь не бросает, если уж бросать, то с утра. Итак, я пришел домой и знал, что у меня есть целая пачка моих любимых сигарет. На душе было спокойно. Желание бросить курить было сильным, но желание выйти на балкон и покурить было еще сильнее. Но все же, после ужина, я отложил перекур и включил телевизор. Прошло немного времени, и по телевизору пошла реклама. Тут я и не выдержал. Распечатал свежую пачку, достал сигарету и вышел на балкон. Но перед тем, как подкурить, я задался вопросом, может еще раз отложить перекур, и сразу же нет. 1 сигарета ничего не изменит. Подкурив сигарету, я задумался, почему я вообще начал курить. Мысленно я перенесся в 2000-е годы, когда в школе мои лучшие друзья на перемене бегали за угол школы на перекур, а я с ними за компанию. Среди них курящих я чувствовал себя белой вороной и неполноценно. Каждый раз они предлагали мне затянуться, и года 2 я вежливо отказывался, просто ходил с ними за компанию. Но потом они начали подшучивать надо мной, мол, я боюсь даже попробовать. В итоге, от чувства неполноценности, и дабы доказать им, что я не хуже, я согласился сделать несколько затяжек, после чего я закашлялся и почувствовал, как у меня закружилась голова. Откашлявшись, я увидел, как мои друзья еще больше надо мной смеялись. На следующий день мне захотелось еще больше доказать, что я тоже могу быть крутым, и я попросил оставить мне докурить. На сей раз я достойно докурил сигарету до фильтра, чтобы не выглядеть идиотом, несмотря на то, что меня тошнило и кругом крутилась голова. В следующую неделю я регулярно раз в день просил оставить мне докурить, пока не услышал от одного из товарищей: «Сколько ты будешь стрелять? Купи себе сигарет». Возвращаясь с друзьями после школы домой, я так и сделал, попросив одного из друзей купить мне сигарет, так как я сам стеснялся.
Так и начался мой стаж курящего. Пока я стоял на балконе и вспоминал свою юность, моя сигарета в руке сама по себе слела. До середины я посмотрел на тлеющую в руке сигарету и подумал, вот она слева, сама по себе до середины, а я так и не сделал затяжки. После того, как подкурил ее, вдруг я почувствовал, что у меня нет желания продолжать ее курить. Затушив сигарету в пепельницу, я вернулся в квартиру. В ту ночь я еще раза 3 выходил на балкон с пачкой сигарет и зажигалкой, но так ни разу и не подкурил больше. Я понял, что мне становится легче противостоять желанию покурить, когда я выполняю привычные мне действия. Также я понял, что желание покурить появляется не в какое попало время, а именно в те моменты, в которые я привык курить. Это во время рекламы, после еды, на остановке, перед сном, с утра и так далее. И я снова задал себе вопрос, почему я не просыпаюсь от желания покурить ночью. Задавая себе вопрос за вопросом, я пришел к выводу, что мой организм сможет обойтись без никотина, так же как он обходился без него до того, как я начал курить. И так же как он обходится без него ночью, когда я сплю 8 часов в день. Получается, что моя основная проблема – это не зависимость от никотина, а привычка покурить в привычное для меня время. И когда я в очередной раз бросаю курить, я испытываю в большей степени не никотиновую зависимость, а зависимость привычного образа жизни. Я сравнил сигарету с детской соской. Максимально похожее состояние испытывают дети, когда их родители отлучают от соски. Как маленькие дети не хотят менять привычный образ жизни с соской, так и взрослые не хотят начинать новый образ жизни без сигарет. Кое-что прояснилось в моей голове, и я начал больше понимать суть своей проблемы. Одновременно я понял, что желание покурить рождается в моей голове, значит нужно что-то менять в голове. Тогда я пришел к выводу, что моя проблема не зависимость от сигарет, а психологическая. За 11 лет курения, я сам себя убедил в том, что сигарета меня очень часто выручает, что она мне помогает, делает меня лучше и что покурив, я успокаиваюсь. Но на самом деле, это был самообман. На самом деле, за 11 лет курения, я мог бы купить себе автомобиль, если бы собирал эти деньги. На самом деле, все эти 11 лет, я болел в 2 раза чаще из-за курения, так как иммунитет был слабым. На самом деле, 11 лет я комплексовал, потому что из-за курения весил на 10 килограммов меньше от нормы, и выглядел как дрыщ. И много-много других фактов, которые опровергали полезность курения и мифы, что сигарета выручает. Тогда я понял, что сигарета мне не друг, а враг номер 1. Это была длинная ночь, почти до рассвета. Я размышлял на тему своей зависимости, я так и не закурил. В ту ночь, правда, желание было сильным, но я пообещал сам себе делать все, что угодно, но ни в коем случае не делать затяжку. В ту ночь, я еще раза 3 выходил на балкон и доставал сигарету с пачки. Я крутил ее в руках, нюхал, имитировал курение, и спустя 5-10 минут желание курить пропадало. Как ни странно, но это так. В ту ночь, я окончательно убедился в том, что мне важно было не так покурить, как выполнить привычный ритуал. Проснувшись утром, я снова почувствовал желание покурить, но вместо выйти на балкон, я быстро собрался, схватил сигареты и вышел на улицу. Там, желание покурить меня атаковало еще сильнее. Я остановился, закрыл глаза и мысленно себе сказал: сигареты со мною, нет причины паниковать. Я могу в любой момент достать сигареты и закурить, но не буду этого делать принципиально, чтобы доказать себе, что я могу жить без сигарет. И пусть меня хоть наизнанку вывернет, но в ближайшие 2 недели я не сделаю ни одной тяги. После чего, я зашел в ближайший магазин,
и купил себе конфет-леденцов и питьевую воду, так как после сладкого хочется пить. Приступы покурить в привычные моменты продолжались 3 дня, вперемешку с диким кашлем. Но вместо того, чтобы сдаться сигарете, я начал получать удовольствие где-то на 3-й день от того, что начал понимать, что я преодолеваю свою зависимость. И тогда я понял еще одну важную вещь. Раньше, бросая курить, я испытывал чувство потери, как будто я что-то теряю. В этот раз я испытывал чувство приобретения чего-то нового, светлого и правильного. Как бы это ни показалось странным, но я продолжал носить с собой сигареты и зажигалку, потому что мне так было морально легче. Я знал, что сигареты всегда со мною. И рабочая зажигалка, я не знаю, как это объяснить, я просто чувствовал, что мне нужно их носить с собой. Также я старался не думать о том, что бросаю курить навсегда. Я повторял себе, что мне нужно продержаться 2 недели, чтобы доказать, что я могу жить без сигарет, а потом я сам решу, как мне быть, курить или не курить. Я не могу сказать, что те 3 дня были легкими, но я также не могу утверждать, что те 3 дня были очень сложными. Точно могу сказать, что было непривычно, а поэтому и дискомфортно. Ну и кашель мучил немного. Но я понял и еще кое-что важное за те 3 дня. Раньше мне так сложно было бросить курить, потому что я неправильно к этому относился. Я больше верил в то, что буду продолжать курить, нежели брошу. Я всегда сомневался в том, что смогу продержаться больше 3 дней. Мне казалось, что другие смогут, а я нет. По правде признаться, я оправдывал себя и жалел. И очень не хотел выходить из зоны комфорта, хоть и понимал, что эта зона комфорта мне вредит. Думаю, подобное происходит с многими курящими. Но когда я разобрал свою проблему по полочкам, когда я признал себя зависимым человеком, когда я сам себе честно признался, что я сам себя оправдываю и банально не хочу выходить из зоны комфорта, когда я честно сам себе признался, что сигарета нигде и никак и никогда меня не выручает, и что все это время я занимался самообманом. Когда я признал сигарету как своего врага, не друга, тогда я бросил вызов своей зависимости. После 3 дней кашель постепенно начал отступать. Вместе с этим мне стало дышать легче, и я начал более остро ощущать запахи. Настроение улучшилось, потому что я уже понимал, что у меня все получится, и что я делаю все правильно. И где-то на 3-й день я начал говорить близким и знакомым, что бросаю курить. Дальше, день за днем было все легче и легче, и где-то на 6-7 день я достал сигареты и зажигалку с кармана и оставил их дома на столе, потому что больше не видел смысла носить их с собой. Легкое желание еще было закурить, но я четко стоял на своей цели и понимал, что никто не даст мне волшебную таблетку от курения. Никто не сделает это за меня. Я сам тогда совершил глупость. И я сам должен эту глупость исправить. Тем самым докажу сам себе, что я по-настоящему крут. Сам того не понимая, я начал жить по новому образу. И теперь на остановке вместо курить я наблюдал за людьми, и это оказалось куда интереснее. Вместо выйти на балкон покурить, я заваривал чаек. Ближе к концу 2-й недели я вдруг вспомнил, что я не курю уже почти 2 недели, и что меня совершенно не тянет. Должен признаться, что на протяжении полугода мне снились очень реалистичные сны, в которых я курил. И я проклинал себя в этих снах за то, что нарушил свое слово. Но просыпаясь, я выдыхал с облегчением, что это был всего лишь сон. За полгода я набрал 15 килограммов в весе, и стал выглядеть как нормальный человек. Стал более уверенным в себе и наконец-то избавился от своих комплексов. За 6 лет я ни разу не пожалел о том, что бросил курить. Когда я курил, я мечтал об автомобиле, и не верил в то, что у меня когда-нибудь он будет. Когда я бросил курить, у меня появился автомобиль, о котором я даже и не мечтал. Нет, не потому, что я сэкономил за счет того, что бросил курить, а потому что у меня поменялось мышление. И я начал по-другому смотреть на мир. Я начал верить в себя, и знаю, что я все смогу. Так что, бросая курить, ты не просто избавляешься от зависимости, ты по-новому начинаешь жить. Но не нужно бояться нового образа жизни, и не нужно откладывать на потом. Делай то, что считаешь нужным прямо сейчас. В
Вкратце, вот такая вот история. Я решил рассказать свою историю, потому что я пообещал сам себе, что моя битва с сигаретой не закончится на мне. Я продолжу борьбу и поделюсь опытом с другими. Надеюсь, эта история тебе как-то поможет преодолеть свою зависимость. Кроме того, ты можешь задавать мне вопросы. Я всегда на связи. Делись этим видео в социальных сетях, и может быть благодаря тебе кто-то бросит курить. Ставь лайк этому видео и подписывайся на мой канал, я же делал это видео для тебя. Конец фильма.